Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бейза предупреждает Мукаддер Ханем быть осторожной. Однако это не предупреждение, а скорее угроза. Непоследовательное поведение Бейзы беспокоит госпожу Мукаддер. Особенно после того, что она сказала, единственная надежда Гэжи Мукаддер – это Йонка. Он надеется, что найдет решение с помощью телефонного звонка, который он ему сделал. В этот момент Бейза что-то подозревает, когда в комнату входит Фадими и говорит, что не может найти свой телефон. Он немедленно объясняет ситуацию Гульсиму и говорит, что из-за того, что произошло, возникнут проблемы. Хансер же разговаривает с младенцем в ее утробе и объясняет, что за человек его отец. Вечером, пока они ужинают дома, приходит Синим с дочерью. В то время как Джемиль говорит Ханчеру, что у вас не будет связи с Джиханом, Ханчер думает про себя, что то, что вы говорите, невозможно, теперь внутри меня существует нерушимая связь, но она говорит своему брату «хорошо». Когда Джихан находит шарф Ханчера, он вспоминает прекрасные моменты, которые он провел с ним. И он нюхает шарф и вдыхает его аромат. Хансер просит Дерию о чем-нибудь поговорить с Синим и просит ее прийти и пойти в беседку. Когда Синим спрашивает его, чем он занимается, Хансер объясняет, что он проводит дни между домом и работой, и Синим узнает, что он работает. К ним приходит Дерия и говорит, что Джихану вообще не нравится эта ситуация, давайте теперь не будем друг друга обманывать, он вас послал, не так ли? Когда Синим удивляется и говорит: «Я разговариваю только по телефону с тех пор, как уехала за границу», Дерия говорит: «Джихан не выходил из нашей двери с тех пор, как вернулся из-за границы, поэтому я думала, что он послал и тебя». Синим: «Я не знал, что он вернулся, и не думаю, что кто-то в особняке вообще знал, что он вернулся». Он говорит, что Джихан, возможно, не хотел входить в дом, где находилась Бейза. Энгин смотрит на вещи сестры в своем доме и жалеет ее. Затем, сидя на кухне и попивая воду, он вдруг видит упавший на землю браслет Бейзы, удивляется и поднимает его. Ему интересно, откуда взялся этот браслет. Бейза тоже не может найти этот браслет. Когда Гульсим спрашивает: «Позвольте мне помочь вам, что вы ищете», Бейза отвечает, что это браслет команды. Когда Гульсим говорит, что не видела этого, Бейза спрашивает меня: «Понравилось ли оно тебе, ты надел его, а потом потерял?» Гульсим говорит: «Нет, я его не носила». Когда Дерия говорит, что если бы я знал Джихана, он бы не позволил Ханчеру снова заниматься уборкой, Ханчер злится и говорит: «Я не буду спрашивать Джихана, он не может мешать мне там, где я зарабатываю на жизнь». Когда Ханчер видит, что Синим немного расстроена, он спрашивает, что случилось. Затем Синим говорит ему, что у него роман, и несмотря на предложение руки и сердца, как ты можешь откладывать свое счастье? Ты тоже имеешь право быть счастливым. Все знают, что он думает о моем. Я думаю, если у тебя еще есть намерение, пойди и поговори как можно скорее. Синим приходит к Джихану. Разговаривая со своей тетей Синим, Джихан узнает, что Мини очень по нему скучает. Когда Синим говорит: «Думаю, люди дома не знают, что вы вернулись из-за границы», Джихан спрашивает: «Откуда вы об этом узнали?» Когда Синим говорит: «Я ходила к Хансеру и получила от нее известие», она говорит: «Джихан также рассказал тебе о том, что произошло между нами». Когда Синим говорит, что если ты больше не настаиваешь, Хансер должен позаботиться о своем, Джихан злится и задается вопросом, не послал ли он тебя сюда и хочет ли получить свободу. Синим говорит, что я пришел ради себя, а не ради него. Когда Синим рассказывает о причине замужества за своего брата, Джихан спрашивает, хочет ли она всегда оставаться в доме своего отца, и он отвечает «нет». Затем он спрашивает, должны ли мы открыть отдельный дом. Когда Синим снова говорит «нет», он спрашивает, чего ты хочешь, тетя? Синим говорит, что есть кто-то, кто хочет выйти за меня замуж. Пока Ханчер выходит на улицу, кто-то следует за ним. Когда Джихан спрашивает тетю, думаешь ли ты выйти за него замуж, Синим отвечает, конечно, если у тебя есть разрешение. Джихан говорит, что конечно, твое счастье важно для меня, я уже говорил тебе раньше. Вот почему Синим очень важно ваше согласие и согласие Мукаддера.
Когда вы говорите «я хочу, чтобы все было сделано с удовольствием», говорит Джихан, я понимаю, что это произойдет, поэтому ваш ум ясен, я это понимаю. На вопросы, кто она и как они познакомились, Синим дает уклончивые ответы. Когда я спрашиваю его, чем он занимается, он говорит, что он такой же трудолюбивый, как и я, и своими старательными руками может сделать все. Когда Джихан говорит «тетя, он безработный и беспомощный, как, по-твоему, это тебе подходит?» Синим злится и спрашивает «неужели я бы так выбрала кого-нибудь отцом для себя?» Когда Джихан говорит «я пытаюсь объяснить, что он оппортунист», Синим говорит «неужели ни один человек не может любить тебя?» Я имею в виду, разве он не может любить меня? Когда Джихан говорит, что человеку нужны ваши деньги, в конце концов, решение за вами, я могу высказать свое мнение и отойти в сторону, но я не могу сказать то же самое о Майне. Синим спрашивает, что вы скажете, приму ли я решение. Это подвергнет Майн опасности. Джихан кричит, что ты не отдашь его, поэтому бросишь эту работу. Пока Ханчер шел по дороге, он заметил мужчину, идущего за ним, повернулся и спросил, кто ты? Ты следуешь за мной. Мужчина говорит, да, я следую за тобой. Когда Ханчер спрашивает, кто попросил его следовать за ним, мужчина говорит, господин Джихан. Ханчер первым предупреждает его, но когда мужчина не слушает, он звонит Джихану и говорит, какое право вы имеете следовать за мной. Джихан говорит, что если вы не хотите, чтобы за вами следили, вам не следует ходить на уборку к людям, которых вы не знаете. Даггер говорит, хорошо, тогда твой человек скоро скажет тебе, куда я направляюсь. Хансер сердито приходит в компанию и начинает кричать на Джихана. Когда Энгин говорит, твой голос слышен снаружи, что происходит, сядь и поговори спокойно, Джихан отправляет его уйти. Даггер, ты не можешь заставить меня сдаться, оставь меня, я пытаюсь идти своим путем, уйти из своей жизни, я могу позаботиться о себе, говорит Джихан, не своди меня с ума, я счастливчик, кто-то хочет жениться на улице, кто-то ходит убирать дома, которых он не знает. Когда я говорю о том, что вы наносите ущерб моей репутации, он выбрасывает вещи и говорит, мне не нужна никакая репутация, я больше не Девелиоглу, запомни это себе в голову. Джихан говорит, что не покинет твою жизнь, пока я жив, и Хансер уходит. Пока Мелих и Айсу разговаривают, Мелих говорит так, будто они с Синим расстались. Когда Айсу спрашивает, это твоя любовь? Почему ты не позаботился об этом? Мелих говорит, дело не во мне, он этого не сделал, хочет включить меня в свою жизнь. Когда Энгин приходит к Джихану и спрашивает, прошла ли буря, Джихан отвечает, что женщина с моей фамилией не может пойти в дом незнакомых ей людей и убраться, но раздается звонок в дверь и полиция сообщает, что поступило сообщение от И. Когда они приходят в полицейский участок, он спрашивает, правда ли, что Ханчер подал жалобу, а вы ограничили его работу и не позволили ему работать. Джихан говорит, это правда, людей больше, они стучатся в его дверь, преследуют его, я подаю жалобу, а он совершил набег на мою компанию и повредил мои вещи. Ханчер говорит, хорошо, это правда, я доволен любым наказанием, которое ты назначишь. И их обоих бросают под стражу, и они продолжают там припираться. Когда Джихан снова злит Ханчера, Хансер кричит и кричит, чтобы офицер срочно расследовал это дело. Когда Синим приходит к Мелиху, Мелих удивляется. Когда приходит офицер, он спрашивает его, у меня болезнь уборщика. Можете ли вы дать мне тряпку, чтобы почистить ее? Когда он не может найти ничего нужного, в последний раз, когда он просит салфетку, офицер дает ему ее. Когда Ханчер начинает протирать вуалью место, где он сидит, Джихан говорит, хотите ли вы протереть и это место? Синим сообщает Мелих, что разговаривала с Джиханом. Синим говорит Мелиху, ты был прав, я думал, что мир будет на моей стороне, но это не так, единственное, что его заботило, это имя Девелиоглу, он кричал и звал, он даже угрожал мне моей дочерью. В то время как Мелих говорит, он прав, есть человек, которого он не знает, в конце концов, перед ним человек, которого он не знает, Мелих удивляется, когда Синим говорит, если вы все еще полны решимости. Приди и спроси меня у моего отца. Когда Ханчер преувеличивает важность уборки, Джихан злится на него и говорит, оставь его в покое. Джихан внезапно хватает его за руку и утаскивает.
Когда он говорит «я не могу жить без тебя, это трудно», Ханчер остается тихий. Когда Мелих не отвечает, Синим спрашивает, скажет ли он что-нибудь, и Мелих молчит. Когда Синим разворачивается и уходит, говоря «я понимаю, ты сдался», Мелих зовет и говорит «от чего тебе отказаться», берет ее за руки и говорит «я обещаю, я сделаю тебя очень счастливым. Обещаю, все, кто стоит перед нами, будут смотреть на нас с завистью». Ханчер, несколько лет назад в твоей жизни не было Ханшера. Когда ты сказал «получи это». Когда Джихан сказал «обещай мне, что не пойдешь убираться», Ханчер, ты не принадлежишь мне. Жизнь частная. На эти слова Джихан пожимает Хансеру руку и спрашивает, кому она принадлежит, если не мне. Когда Даггер кричит «у меня болит рука, отпусти», приходит офицер и предупреждает его, но когда он не отпускает, полицейские бьют его дубинкой и заставляют отпустить. Затем они уводят оттуда Джихана. Кинжал домой, в моей жизни есть кто-то, частичка тебя, все говорит, чтобы защитить его, если бы ты только знала. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.